Кремль обвинил Макрона в ядерной угрозе. Взрыв в торговом центре в Москве. Свалка цинковых гробов под Волгоградом. Сегодня 6 марта. Подпишитесь на канал, мы расскажем о событиях этого дня. Риторика президента Франции является угрозой для России. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Накануне Эммануэль Макрон в своем обращении к нации назвал Россию прямой опасностью для Франции и Евросоюза и предложил принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания. Обещание Макрона защитить Европу от внешних угроз глава российского МИДа назвал прямой угрозой России. При этом Лавров сравнил Макрона с Наполеоном и Гитлером. Цитата: «В отличие от своих предшественников, которые тоже хотели против России воевать, Наполеона, Гитлера, господин Макрон не очень изящно поступает, потому что те прямо говорили: надо завоевать Россию, надо Россию победить. Он, видимо, хочет того же самого, но почему-то говорит, что воевать с Россией надо, чтобы она не победила Францию». Конец цитаты. Другое сравнение для Макрона придумала официальный представитель МИД Мария Захарова. У нее не исторические, а литературные аллюзии. Я все это слушала, смотрела на него и поняла, кого он мне напоминает. Атомного Оля Лукоя. Он тоже пытается раскрыть зонтик, только ядерный и над Европой. В Кремле на заявление Макрона отреагировали чуть сдержаннее. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал слова президента Франции чрезвычайно конфронтационными. Выступление действительно чрезвычайно конфронтационное. Вряд ли его можно воспринимать как выступление главы государства, который думает о мире. Скорее, из того, что сказано, можно сделать вывод, что Франция больше думает о войне, о продолжении войны. До 32 человек возросло количество пострадавших после ночного удара российской армии по Кривому Рогу. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. Среди пострадавших 13-летняя девочка и 17-летний юноша. Еще 4 человека погибли. Напомню, ракетный удар был нанесен по зданию гостиницы. По словам президента Украины Владимира Зеленского, незадолго до обстрела туда заселились волонтеры одной из гуманитарных организаций, граждане Украины, США и Великобритании. Они не пострадали. 7 марта в Кривом Роге объявлен днем траура. Под Волгоградом нашли выброшенные цинковые гробы. Черные мешки, гробы и деревянные ящики, в которых их транспортируют, нашли на окраине города Волжский. Местные жители предполагают, что в этих гробах перевозили тела военных, а похоронное бюро решило сэкономить на утилизации. В мэрии сообщили, что сотрудники выезжали на место и действительно обнаружили там свалку. Теперь администрация города и полиция разыскивают виновных. Команда Дональда Трампа тайно ведет переговоры с украинской оппозицией, в том числе с бывшим президентом Петром Порошенко и бывшим премьер-министром страны Юлией Тимошенко. Об этом сообщает издание «Политико» со ссылкой на 3 украинских парламентариев и американского эксперта по внешней политике. Всего представители администрации президента поговорили с 4 оппонентами Зеленского. А с Тимошенко даже была личная встреча. Предмет переговоров – проведение выборов в Украине после временного прекращения огня, но до начала полноценных мирных переговоров. Порошенко и Тимошенко поспешили прокомментировать эту информацию. Тимошенко написала у себя на странице в Фейсбуке, что сейчас о проведении выборов в Украине, цитата, «не может быть и речи». Сходным образом высказался у себя на странице и Петр Порошенко. Процитирую. «Суть наших разговоров с представителями американской стороны всегда заключалась в 2 принципах. Безопасность прежде всего и мир через силу. А именно оружие, разведка, санкции против России, финансовая поддержка, демократическая устойчивость, свобода и демократия, трансатлантическое единство. Наша команда всегда была и остается категорически против выборов во время войны». Конец цитаты. Контакты с оппозицией – лишь часть проблем, которые администрация Зеленского получила из-за политического курса Дональда Трампа. Как сообщает агентство Рейтер, уже в апреле он планирует лишить статуса беженцев в США 240 тысяч украинцев. По данным журналистов, этот шаг может привести к тому, что процедура их депортации будет ускорена. Впрочем, как отмечают источники Рейтер, это решение не связано с конфликтом Трампа и Зеленского. Взрыв прогремел сегодня на северо-востоке Москвы в торговом центре в Свиблово. Инцидент произошел в отделении «Газпромбанка», расположенном в торговом центре. Взорвался банкомат.
Предположительно, это была попытка ограбления. По данным Главного управления МВД, пострадавших нет. Из отделения банка самостоятельно эвакуировались 6 человек, сотрудники и посетители. Как сообщает связанный с силовиками канал 112, подрывника уже задержали. Им оказался молодой человек 2005 года рождения. Пока ему вменяют 213-ю статью Уголовного кодекса – хулиганство, однако не исключено, что позже ее изменят на более тяжелую. Еще один взрыв произошел в немецком Ганновере, на заводе производителя шин «Континенталь». Как пишет издание «НОЦ», после происшествия сотрудники экстренных служб посмотрели 7 человек. А Hannoversche Allgemeine Zeitung уточняет, что 2 из них получили травмы. По предварительным данным полиции, которые приводит издание Tagesschau, причиной взрыва стал взрыв котла на одном из верхних этажей завода. Генпрокуратура России подала иск к американской компании, которая владеет холдингом «Главпродукт». Это один из крупнейших производителей консервов в стране, который выпускает тушенку, шпроты, овощи, сгущенку и другие продукты. Об иске сообщает РБК со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел. Содержание иска и суть претензий прокуроров неизвестны. В середине октября 2024 года Владимир Путин передал активы «Главпродукта» во временное управление Росимуществу. По данным РБК, Генпрокуратура обвиняет в незаконном выводе активов в компании ее основателя Леонида Спернова. Он гражданин США российского происхождения. К другим новостям промышленности. Крупнейшая частная авиакомпания России S7 заморозила строительство завода в Санкт-Петербурге. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с ходом реализации проекта. Завод должен был выпускать детали для газотурбинных двигателей, в том числе импортных. Сейчас строительство остановлено. Когда планируется возобновить реализацию этого проекта, источники «Ведомостей» не уточнили. И это все новости к этому часу. Подпишитесь и поставьте лайк, так это видео увидят больше людей. С вами был Кирилл Седов. Увидимся. Пока.